Утро началось, как все хорошие деревенские утра, с запахом мокрой земли и легкой влаги на траве. Софья Николаевна вышла на огород в старой куртке цвета выцветшего шалфея, завязала на голове платок и привычно потрогала рыхлую грядку ладонью, словно проверяя пульс у пациента. Земля была теплая, тяжелая, послушная, как тесто перед удачным хлебом. Она всегда делала разметку не линейкой, глазомером и памятью рук. Морковь по нитке, помидоры треугольниками, огурцы вдоль дощечки, где выжжена СН. На крыльце под ветром тихо звенела стеклянная подвеска, как будто отбивала такт ее движением. Все было на своих местах, и это успокаивало лучше валерьяны. «Ну, родимые, просыпайтесь», — сказала она грядкам и стала высаживать рассаду. Первые 5 лунок — игра, 10 — работа, 15 — уже медитация. Она любила это состояние, когда мысли перестают спорить, а остается ровная дорожка дел. Делай следующее, и все. Птицы на соседнем орешнике ругались из-за веточки. Одна тянула влево, другая вправо, третья комментировала как старшая. Софья улыбнулась боком губ. Мир жил. Боль пришла внезапно. Как будто кто-то изнутри сжал невидимую скобу и провернул. Низ живота свело так резко, что воздух вырвался коротким не ее голосом. «Господи, что со мной?» Она села прямо меж грядок. Не рухнула, села, привычка держаться, чтобы не напугать ни себя, ни землю. Подождала. Считала вдохи. 1, 2, 3. Боль отпустила неохотно, словно передумала в последний момент. Осталась вязкая слабость и теплый след тревоги внизу живота, непривычный, чужой. Переработала. Спина, наверное. Успокоила себя и доползла до крайних лунок. Привычка доделывать — вторая ее религия. Каждый стебелек на место, каждый колышек под веревку. Она даже успела собрать ведро сорняков. Пусть радуются куры. И только потом позволила себе встать, держась за колышек, как за поручень в старом трамвае. Дом встретил запахом вчерашнего борща и синим пятном на скатерти на столе, там, где внуки в прошлом году перевернули черничное варенье. Пятно так и не отстиралось, и теперь выглядело как остров. В прихожей щелкнули стрелки часов. Любимая тик-так Аркадия. Чтоб дом не молчал, Сонечка. Она сняла куртку, послушала себя внутри. Тихо. Пройдет, решила. И поставила кастрюлю с супом на среднюю полку холодильника, чтобы рука помнила, как любит муж. Сделала шаг к дивану и неожиданно для себя села. Слова вышли прежде, чем ума хватило их остановить. «Кажется, я умираю». Аркадий, как назло, в этот момент переставлял стопку тарелок в буфете по размеру. Так ему казалось правильно. Он услышал тон, не слова, и сразу оказался рядом. Не стал залечивать, не стал шутить. Сел, взял за руку. «Не говори так, Соня. Смотри на меня, дыши со мной. 1, 2». Она послушалась и сама удивилась, как быстро это помогло. Слезы испугались и спрятались назад. Но внутри все равно сидело маленькое, бессмысленное чудовище. Такого раньше не было. Может, давление или спину подтянуло. Вон как тебя разнесло чуть-чуть в последнее время. Ну и что? Возраст. Значит, живешь. Но не умирать нет. Софья усмехнулась. В его мире прибавка в весе — это синоним прилива сил. Добрый, правильный, немного упрямый. Таким она его и любила. Боль ушла, оставив тень. Она сварила картошку, нарезала зелени, отломила ломоти хлеба с корочкой, как любит Аркадий, и в какой-то момент поймала себя на странном. Слушает не чайник, не часы, а себя. Где-то там, внизу, жило новое, непонятное напряжение, как будто пружина, которую не ты заводил. Ночью дом дышал ровно. За окном пела куда-то уходящая собака, и ветер трогал вывеску сельпо на углу, как будто отбивала дедицкую качелю. Софья не спала. Сначала считала узоры обоев, потом вспоминала названия цветов на грядке. Астры, георгины, левкои, как заклинание. Потом старые фотографии.
маленькая Олеся с бантами и коленками в зеленке. Они с Аркадием на берегу пруда, оба смешные в нелепых панамах. Дом недостроенный, и они вдвоем тащат окно. Тяжелая зараза, а счастье как стекло. Стало тихо и страшно. Тишина была не снаружи, внутри. Она пыталась уснуть и только под утро провалилась. Марина, фельдшер, принимала ее утром без очереди. Так бывает в деревнях, где все знают, но делают вид, что нет. Кабинет пахнет спиртом и ромашкой, на подоконнике горшок с кактусом, чтобы не все колючки были в людях. Марина была коротко стрижена, с ясными глазами человека, который не любит загадок в диагнозах. «Рассказывайте», — сказала она мягко. Сольвия рассказала. Не все. Кто хочет признавать страх? Но главное, где болит, когда, как. Марина слушала, кивая так, будто в такт ее кивка боль уже не становилась врагом, а задачей. «Сдадим кровь», — сказала. «Сделаем УЗИ. И подождем. Мы не будем бежать впереди паники». «Не будем», — повторила про себя Софья и почувствовала, как в груди прибавилось воздуха. Она сдала анализы, закрутила вокруг запястья тонкую резинку, держите ваткой, и пошла домой. Солнце стоит высоко, сороки ругаются все о той же веточке, а в ней поселилась странная «а вдруг?». Она отодвинула, как занавеску. Субботний звонок разрезал утро, как нож хлеб. «Софья Николаевна, это Марина. Результаты готовы. Подойдете?» Голос был ровный, как всегда, но между словами стояли паузы, которых раньше не было. Короткий, осторожный, как шаги в темноте. Софья услышала их всем телом. Дорога до медпункта — 5 минут обычным шагом. Она шла 7. На стене в коридоре висели плакаты: «Здоровое питание», «Давление в таблицах», «Детская вакцинация». Она сидела на стуле, как школьница перед ответом, а Марина уткнулась в распечатку так, будто там было больше букв, чем на самом деле. «Софья Николаевна», — начала Марина и остановилась, выбирая слова. «Вы беременны». На секунду все вокруг стало плоским, как картинка на стене. Слова упали рядом и не попав в уши. Сначала Софья услышала собственную мысль. Ошиблись. Потом голос, уже вслух. «Это шутка? Мне 52, Марина». «Я знаю», — кивнула та. «Я проверила трижды. Срок около 4 месяцев. И там двое. Двойня. Такой случай редкий, но он ваш. Сейчас главное спокойно. Мы будем наблюдать. Мы справимся». «Двое?» — повторила в голове и пошло кругами, как камешек по воде. «Двое?» Она не заплакала и не закричала, просто перестала дышать на секунду. Потом вдохнула очень глубоко, так что даже затылок стало ломить. «А как такое возможно, если у меня уже все эти возрастные...» «Бывает», — сказала Марина. «Природа иногда забывает наши табели о рангах. Мы будем аккуратны. Я рядом». Софья вышла из кабинета и не сразу поняла, куда идут ноги. Мир побелел, как от первого снегопада, когда все будто стерли и начертят заново. Она шла к дому привычной дорогой. Но на полпути остановилась. Впереди мост. Ниже речка, темная и спокойная, как человек, который много видел. Мысли у человека в беде любят делать вид, что они — это решение. «Если я прыгну, все закончится». Пришло и встал рядом. Не как план, а как образ. Вода закрывает уши, и тишина становится настоящей. Не надо объяснять Аркадию, не надо слышать Олесина «ты что?», не надо бояться ночей. Она подошла к перилам. Внизу текущая доска воды скрипела на камнях. Слепой солнечный зайчик прыгал на поверхности и исчезал. «Прости», — подумала она неизвестно кому, Богу? Себе? И в этот момент услышала за спиной: «Соня!» Он всегда называл ее Соня в 2 случаях, когда очень рад и когда очень страшно. Сейчас было второе. Аркадий шел быстро, как умеет человек, который всю жизнь торопится не опоздать на автобус. Он не спрашивал, что она здесь делает. Он положил ладони ей на плечи твердо, бережно. «Стой, смотри на меня. Вдох, выдох.
Она послушалась и сама удивилась, как быстро это помогло. Слезы испугались и спрятались назад. Но внутри все равно сидело маленькое, бессмысленное чудовище. Такого раньше не было. Может, давление или спину подтянуло. Вон как тебя разнесло чуть-чуть в последнее время. Ну и что? Возраст. Значит, живешь. Но не умирать нет. Софья усмехнулась. В его мире прибавка в весе — это синоним прилива сил. Добрый, правильный, немного упрямый. Таким она его и любила. Боль ушла, оставив тень. Она сварила картошку, нарезала зелень, отломила ломоти хлеба с корочкой, как любит Аркадий. И в какой-то момент поймала себя на странном. Слушает не чайник, не часы, а себя. Где-то там, внизу, жило новое, непонятное напряжение, как будто пружину, которую не ты заводил. Ночью дом дышал ровно. За окном пела куда-то уходящая собака, и ветер трогал вывеску «Сельпо» на углу, как детскую качелю. Софья не спала. Сначала считала узоры обоев, потом вспоминала названия цветов на грядке: астры, георгины, левкои, как заклинание. Потом старые фотографии: маленькая Олеся с бантами и коленками в зеленке, они с Аркадием на берегу пруда, оба смешные в нелепых панамах. Дом недостроенный, и они вдвоем тащат окно. Тяжелая зараза, а счастье как стекло. Стало тихо и страшно. Тишина была не снаружи, внутри. Она попыталась уснуть и только под утро провалилась. Марина, фельдшер, принимала ее утром без очереди, так бывает в деревнях, где все знают, но делают вид, что нет. Кабинет пах спиртом и ромашкой, на подоконнике горшок с кактусом, чтобы не все колючки были в людях. Марина была коротко стрижена, с ясными глазами человека, который не любит загадок в диагнозах. «Рассказывайте», — сказала она мягко. Софья рассказала. Не все, кто хочет признавать страх, но главное, где болит, когда, как. Марина слушала, кивая так, будто в такт ее кивка боль становилась уже не врагом, а задачей. «Сдадим кровь», — сказала. «Сделаем УЗИ. И подождем. Мы не будем бежать впереди паники». «Не будем», — повторила про себя Софья и почувствовала, как в груди прибавилось воздуха. Она сдала анализы, закрутила вокруг запястья тонкую резинку, держите ваткой, и пошла домой. Солнце стоит высоко, сороки ругаются все о той же веточке, а в ней поселилось странное «а вдруг?». Она его отодвинула, как занавеску. Субботний звонок разрезал утро, как нож хлеб. «Софья Николаевна?» «Это Марина. Результаты готовы. Подойдете?» Голос был ровный, как всегда, но между словами стояли паузы, которых раньше не было. Короткие, осторожные, как шаги в темноте. Софья услышала их всем телом. Дорога до медпункта 5 минут обычным шагом. Она шла 7. На стене в коридоре висели плакаты: здоровое питание, давление в таблицах, детская вакцинация. Она сидела на стуле, как школьница перед ответом, а Марина уткнулась в распечатку так, будто там было больше букв, чем на самом деле. «Софья Николаевна», — начала Марина и остановилась, выбирая слова. «Вы беременны». На секунду все вокруг стало плоским, как картинка на стене. Слова упали жидом, не попав в уши. Она услышала сначала собственную мысль. Ошиблись. Потом голос, уже вслух. «Это шутка? Я 52, Марина». «Я знаю», — кивнула та. «Я проверила трижды. Срок около 4 месяцев. И там двойня. Такой случай редкий, но он ваш. Сейчас главное спокойно. Мы будем наблюдать, мы справимся». «Двое», — повторила в голове и пошло кругами, как камешек по воде. «Двое». Она не заплакала и не закричала, просто перестала дышать на секунду. Потом вдохнула очень глубоко, так что даже затылок стало ломить. «А как такое возможно? Если у меня уже все эти возрастные...» «Бывает», — сказала Марина. «Природа иногда забывает наши табели о рангах. Мы будем аккуратны. Я рядом». Софья вышла из кабинета и не сразу поняла, куда идут ноги.
Мир побелел, как от первого снегопада, когда все будто стерли и начертят заново. Она шла к дому привычной дорогой, но на полпути остановилась. Впереди мост. Ниже речка, темная и спокойная, как человек, который много видел. Мысли у человека в беде любят делать вид, что они решение. Если я прыгну, все закончится. Пришло и встало рядом. Не как план, как образ. Вода закрывает уши, и тишина становится настоящей. Не надо объяснять Аркадию, не надо слышать «Олесина, ты что?», не надо бояться ночей. Она подошла к перилам. Внизу текущая доска воды скрипела на камнях, слепой солнечный зайчик прыгал на поверхности и исчезал. «Прости», — подумала неизвестно кому, Богу, себе. И в этот момент услышала за спиной «Соня». Он всегда называл ее Соня в двух случаях, когда очень рад и когда очень страшно. Сейчас было второе. Аркадий шел быстро, как умеет человек, который всю жизнь торопится не опоздать на автобус. Он не спрашивал, что она здесь делает. Он положил ладони ей на плечи, твердо, бережно. «Стой. Смотри на меня». Вдох. Выдох. Она послушалась. В коленах дрожала, как после ступени на чердак. Он не отпускал. «Говори», — сказал мягко. «Я беременна», — произнесла и впервые поняла, что это слово настоящее, не бумажное. «Двое», — Марина сказала. «Срок уже большой». Он молчал. Это молчание было не пустым, а густым, как варенье, которое еще кипит в кастрюле. Он перевел взгляд с нее на перила, с перил на воду, с воды обратно ей в глаза. И сказал того, чего она от него вовсе не ждала. «Соня, я мечтал о тихой старости, про пирожки по вечерам, радио потише, и чтоб часы тикали. Видимо, не мне выбирать. Но точно мне нельзя выбирать мир без тебя. Если у нас будет 6 часов сна за ночь, значит, мы будем их беречь. Если будет 2 детей, значит, у нас будет вдвое больше причин жить. Я рядом. Пойдем домой». Она кивнула, как кивают люди, когда у них кончились аргументы против. Они не разговаривали по дороге, слова были бы лишними. Дома Аркадий снял с часов со стены, его любимые, и завел их снова, чтобы дом не молчал. Софья достала из шкафа чистую простынь и постелила, как перед праздником. Все было так же, но чуть иначе, как будто в воздухе прибавили света. Вечером они пошли в церковь, не потому что так правильно, а потому что там можно поставить любую тяжесть в угол и посидеть рядом. Свеча коптила, как старая печь в ненастье, и это было утешительно, значит, живет. Софья смотрела на лампады и думала не о чудесах, а о простом, чтобы хватило сил. Аркадий стоял рядом и неловко крестился. Он всегда делал это, будто извинялся. На выходе старенькая бабушка, хрупкая, как засушенный василек, ухватила Софью за рукав. «Бог дал, Бог силы даст», — сказала просто. «Не бойся». Слова легли мягко, без нажима, как теплый шарф на плечи. Они шли домой уже другими. Софья, закрывая калитку, провела ладонью по животу. Осторожно, как по стеклу. Внутри было тихо. «Ну, здравствуйте», — сказала тихонько. И ей показалось, кто-то очень маленький ответил. Или это сердце так отозвалось, чутко, несмело, как птица под крылом. Ночью она спала. Без дежурств сознания у двери, без схваток мысли. Проснулась под шорох утра и впервые за эти дни не прислушалась к боли, прислушалась к жизни. На кухне Аркадий тихо чихнул, всегда дважды, как по расписанию. Она улыбнулась и подумала: расписание нам теперь перепишут. Ну и ладно. Утром они сели за стол и составили список. Не как при чрезвычайном положении, а как при ремонте. Марина. Наблюдаться, все по плану. Питание. Убрать лишнюю соль, больше воды, меньше на бегу. Олеся. Сказать. Лучше самим. Спокойно, без защиты и нападения. Дела. Попросить соседа Сережу помочь с тяжелым на огороде. Дом. Переставить кровать ближе к окну, чтобы дыханию было просторнее. Аркадий записывал аккуратно, четким почерком слесаря-наладчика. Каждая буква как маленький штифт на своем месте. Он посмотрел на Софью и вдруг добавил 6-й пункт, не глядя на лист. Радоваться. Каждый день, хоть по чуть-чуть. «Это обязательно?» — спросила она, чуть смеясь.
«Обязательно», — серьезно ответил он. «Это как принимать лекарства, только лучше действует». После завтрака она снова вышла на огород. Земля пахла, как вчера, но сегодня было небо как будто на полтона светлее. Она осторожно прошла между грядками и поймала себя на новом движении, ладонь сама легла на живот. Привычка доделывать дела никуда не делась, просто дел добавилось. Соседка Агриппина кивнула через забор. «Огород кричит, когда его забрасывают», — сказала. «Твой молчит, значит, доволен». Софья улыбнулась. «Кричит земля», — подумала, и впервые за эти дни улыбнулась внутри. Земля кричит, когда ее бросают. Люди тоже. Если держать, притихает. Днем позвонила Марина, уточнила лекарства, повторила про воду и отдых, предложила номера врачей в райцентре, на всякий случай. В ее голосе было то спокойное «мы», которое дороже любых таблеток. Не вы справитесь, а мы. Софья поблагодарила и после разговора долго смотрела на телефон, как на письмо из будущего, где все не идеально, но возможно. Вечером они с Аркадием прошли до моста, не испытание, а прогулка. Снизу все так же текла вода, равнодушная и добрая. Он обнял ее за плечи и тихо сказал: «Знаешь, Соня, я всегда думал, что счастье — это когда все по плану, а сейчас мне кажется, счастье — это когда ты рядом, все остальное приложится». Она не ответила, просто кивнула, и у нее в горле стало тесно от благодарности. Они постояли молча. Речка слушала. Ночью, лежа спать, Софья дотронулась до живота и ясно, без лишних слов, произнесла шепотом: «Ну что, мои, ждем вас. Я боюсь, но я с вами». В ответ внутри тихо, почти неуловимо, что-то толкнулось. Никто в деревне не заметил, как изменилась Софья. Ее шаг стал мягче, взгляд глубже, голос спокойнее. Казалось, она начала разговаривать с самой жизнью на другом языке, тихом, благодарном. С тех пор, как она узнала о беременности, все вокруг будто замедлилось. Даже время перестало бежать, оно стало дышать вместе с ней. Марина фельдшер приезжала каждую неделю. То с витаминами, то просто проверить давление, но на самом деле, чтобы убедиться, что чудо продолжается. «Соня, ты мой рекорд», — улыбалась она. «Беременность в 52 — это уже не медицина, это вера». Софья улыбалась в ответ. «Вера — единственное, что у меня осталось». Дома Аркадий все делал тихо. Он больше не ругался из-за пыли, не спорил из-за мелочей, не читал нравоучений. Каждый день встречал жену взглядом, в котором было все: тревога, нежность и страх потерять. Однажды вечером, когда гроза барабанила по крыше, Софья позвала его: «Иди сюда». Он подошел, а она взяла его руку и положила на живот. «Чувствуешь?» Через секунду под ладонью толчок. Сначала легкий, потом настойчивый. «Вот», — засмеялась она сквозь слезы, — «это они». Аркадий впервые за долгое время тоже засмеялся, громко, по-молодому. В меня пошли непоседы. Гроза гремела, молнии вспыхивали, а двое седых людей держали руки на животе, в котором билось два крошечных сердца. Но радость всегда живет рядом с тенью. Письмо дочери Софья так и не решилась отправить. Оно лежало в ящике стола, пахло чернилами и надеждой. «Олесенька, не пугайся, у нас с отцом будет пополнение. Это чудо, не осуждай нас. Мы просто приняли то, что послал Бог». Она перечитывала письмо много раз, но каждый раз прятала обратно. «Не время. Скажу сама, когда приедет», — думала она. Август выдался тяжелым. Тело будто стало чужим, ноги наливались свинцом, давление скакало, дыхание сбивалось. Марина все чаще говорила: «Соня, пожалуйста, не делай лишних движений. Двойня — это огромная нагрузка». «А я и не двигаюсь», — улыбалась та. «Только живу».
Но в глубине души Софья чувствовала, близится буря, неприродная, человеческая. Воскресный утром зазвонил телефон. «Мам, я сегодня приеду. Можно?» «Конечно, приезжай, доченька», — ответила она и почувствовала, как внутри шевельнулись малыши, будто отозвались на голос старшей сестры. Она накрыла на стол, поставила вазу с яблоками, переоделась в светлое платье, волновалась, как девчонка перед экзаменом. Когда Олеся вошла, все мгновенно изменилось. Ветер хлопнул дверью, и в дом будто вошел другой воздух, холодный, колючий. «Мам, это что?» Она застыла, глядя на живот матери. «Ты беременна?» «Доченька, не кричи. Это от Бога». «От Бога? 52? Ты с ума сошла?» Аркадий вышел из комнаты. «Не смей так говорить с матерью». «Замолчи, папа», — вспыхнула Олеся. «Это позор. Люди смеются, а вы тут младенцев решили рожать. Вы думаете, я буду нянчить ваших детей? Да хоть 3 рожайте, на меня не рассчитывайте». Эти слова, острые как стекло, будто вонзились в грудь Софьи. Она сжала живот руками, отступила к стене. «Олесь, не говори так. Они же твои братишки или сестрички? Нет, это ваша ошибка, и я не собираюсь ее исправлять». В ту же секунду Софья побледнела. Лицо исказилось от боли. «Мама», — прошептала Олеся, но было поздно. Софья опустилась на пол. Аркадий подхватил ее. «Соня, дыши!» И дрожащими пальцами стал набирать скорую. Роды начались раньше срока. Больницу наполнил запах антисептика и напряжения. Марина уже ждала их у ворот. Она не спрашивала, сразу побежала рядом с каталкой. «Все будет хорошо, Соня, держись, ради них». Софья слабо улыбнулась. «Если что, береги их и Аркадия». Двери операционной захлопнулись. Первый крик раздался через полчаса. Тонкий, звонкий. Второй чуть слабее. Марина заплакала прямо под маской. «2 девочки! Они живы!» — выкрикнула она. Но радость длилась мгновение. Аппараты запищали, давление рухнуло. «Теряем!» — крикнула медсестра. Марина схватила Софью за руку. «Соня, слышишь? Держись! Ради них!» Но она уже не слышала. На лице Софьи застыла легкая улыбка, будто она все успела. Марина стояла у двери палаты, когда вышел Аркадий. Он был белый, как стена. Марина молча кивнула. Но дети живы. 2 девочки. Она успела подарить их Ниру. Он закрыл лицо руками. Не плакал, просто сидел, как сломанный механизм. Через 3 дня в деревне звонили колокола. Плакали женщины, мужчины снимали шапки. Аркадий шел за гробом, не чувствуя земли. Олеся стояла в стороне, бледная, с потухшими глазами. Подойти к матери не решилась. Когда все закончилось, она сказала лишь: «Я не смогу взять детей, прости». Аркадий не ответил. Его взгляд был пуст, как опустевший дом. Марина пришла на кладбище одна. Колени промокли от досы, но она не чувствовала холода. «Соня», — прошептала она, — «я подвела тебя. Не доглядела. Но я поклянусь, я не оставлю твоих девочек». Она подняла глаза к небу. «Обещаю». В роддоме девочки лежали в инкубаторах. Одной врачи пророчили проблемы с сердцем, другой — почти полную слепоту. «Эти не выживут», — шептали в ординаторской. Марина ходила к ним каждый день, садилась у стекла и шептала: «Живите, ради нее, ради своей мамы». Когда пришли приемные родители,
Ольга и Виктор, состоятельная пара из города, Марина не стала спорить. «Возьмите их», — сказала она. «Только разрешите мне быть рядом, хоть няней». Ольга посмотрела долго, потом кивнула. «Хорошо, но только если будете любить их как родных». «Уже люблю», — ответила Марина. Прошли годы. Клавдия и Вика выросли, живые, солнечные, будто сама жизнь решила извиниться за боль, которой началась их история. Вике сделали операцию на сердце, она бегала быстрее всех. Клавдия носила очки, но видела главное — добро в людях. Марина жила с ними. Для всех она была тетя Мара, а для девочек — мама. Она не создала своей семье, потому что семья у нее уже была. Иногда по вечерам, когда все засыпали, она выходила во двор, глядела на звезды и шептала: «Соня, ты слышишь? Все получилось. Они живы. Они счастливы». И казалось, что в ответ дует тихий, теплый ветер, как дыхание благодарности. Когда девочкам исполнилось 18, они устроили сюрприз. В большой комнате стоял торт, свечи и надписи с крема: «С днем рождения, мама Мара». Марина закрыла лицо руками и заплакала. «Девочки, вы же знаете, я не ваша». «Нет», — сказала Вика, — «ты наша, потому что мама — это не та, кто родил, а та, кто остался». Марина плакала и смеялась одновременно. А где-то там, за облаками, Софья, наверное, улыбалась, потому что все закончилось именно так, как должно было. Любовью. Спасибо, что дослушали эту историю до конца. Если она вас тронула, если хоть на минуту вы задумались, вспомнили кого-то, улыбнулись или всплакнули, значит, не зря мы сегодня были вместе. Знаете, жизнь иногда подбрасывает нам чудеса. Только не всегда вовремя. А может, вовремя, просто мы не сразу это понимаем. Напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео, была ли у вас похожая история. Может, у соседей, у друзей, у кого-то из родных. Такие истории нужно рассказывать, чтобы не забывать, что добро и чудо настоящее. Если вы не знаете, как оставить комментарий, просто прокрутите видео вниз. Под плеером вы увидите слово «комментарий», нажмите на него, и откроется поле, куда можно написать пару строк. А чтобы не пропускать новые рассказы, прямо под видео есть красная кнопка «Подписаться». Нажмите на нее, и она станет серой, это значит, вы уже с нами. А рядом с ней маленький палец вверх. Нажмите его, если история вам понравилась. Это поможет другим людям тоже ее услышать. Спасибо вам, мои дорогие слушатели. Каждый ваш комментарий, каждый лайк — это как письмо, которое я читаю сердцем. До встречи в следующей истории. Берегите себя, и пусть в вашей жизни всегда будет место для тепла.